Что, еще раз, так сказать, на дорожку сфотографирую, сниму вам эти грандиозные места. История рядом, как говорится, если хочется, можно интересно провести время. Никакой информации больше я в интернетах сейчас полистал, ну, более-менее какой-то путевый не нашел про это место. Сейчас еще раз попробую, сейчас где-нибудь попадет, где-нибудь в гугле. Что-нибудь добавлю еще. Я тут еще не ушел, поискал, нашел информацию. Переводчиком, как говорится, перевел ее. Оказывается, этот храм, это Текла, которая там у них в описании написана, это древнегреческая святая раннего христианства Фёкла. Так ее можно перевести. Последовательница апостола Павла. Вот. И она, кстати, большой популярностью пользовалась именно в византийский период, поэтому здесь она, предположительно, в этой пещере, куда я заходил, она жила, это было ее место жительства, и там же есть могила, которой, видимо, она была похоронена. В всяком случае, так считается. А вот то, что сверху построено, уже, да, это построил, трактора вовсю гоняют. Это уже построил император Зенон, уже там где-то спустя 100 лет после этого. И, грубо говоря, здесь фактически два места. Внизу была святая Фёкла, икону, которую мы с вами видели. И сверху уже император Зенон построил тот храм, который остался, который, наверное, виден за мной немного. И цистерны, которые я тоже подходил, это тоже было построено в те годы. Баня и цистерны. Все, что вот от них осталось. Вот такая вот древняя римская и христианская история одновременно в одном месте. Византийская история, да, и христианская. В общем, я немножко поснимал, рассказал, что знал. В принципе, интересно посмотреть. Единственное, что почитать сразу у меня не получалось ничего найти такого интересного. А потом просто заморочился, один из этих, из турецких сайтов перевел. И информация. Турецкий сайт и, опять же, на турецком языке Википедию. Я говорю, что находится на горе, не очень удобно забираться сюда. Вот, кстати, этот холм называется холм Девы Марии. Там как-то по-турецки Мер-Мерлик, по-моему. Вот это место, куда я сейчас заезжал, где находится храм Святой Фёклы, подземный храм. Вот здесь тоже, кстати, фрагменты вот за мной сейчас видно. Здесь тоже, здесь видно это самое, было такое немаленькое место. Вот. Я сейчас еду обратно, в принципе, у меня время очень много. Надо дождаться, когда Оля закончит свои процедуры. Так, ладно. Судя по стрелочке, мне надо прямо ехать. Да. Поехал дальше. Я, кстати, еду сейчас по таким этим местам интересным. Я не знаю, как правильно это назвать. Я сейчас поднимался другим местом. Там не было вот этих вот такой прорубленной дороги. Просто дорога и дорога. А здесь вот так вот. Вот кактусы стоят, как положено в Турции. Кактусы здесь частое нормальное явление. Так, еще на перекресток вот здесь я ехал. Вот я помню, я ехал только вот левее. А сюда кирпич стоял. Да, теперь сюда поехал. Ладно, вот так вот немножко проехался по Селевке. Если, как говорится, сейчас посмотрю что-нибудь интересное попадется в карту, проеду еще что-нибудь гляну. Здесь, видите, уже вот вид на город. Вот так вот я высоко забрался. Там трасса проходит. Единственное, я что-то... Через 200 метров продолжайте движение прямо. Не знаю, вроде бы я не по ней вроде приехал. Хотя, бог его знает.
Короче, вот я вернулся на трассу, я почти уже Продолжайте приехал. движение Написано прямо. 5 минут ехать, Затем но я думаю, что меньше. поверните направо. Меня заинтересовала эта река. Достаточно сильно шумит, обратите внимание. Достаточно широкая, полноводная. И я говорил, что здесь есть крепость, которая вроде как закрыта. Вот она на горе, видите, тут между деревьями видна она. Теоретически могу туда пройти чуть по реке. Так, ну, если туда река протекает, значит, в той стороне море. Селевкия лишь краешком стоит на море, а большая часть стоит выше, скажем так. Тоже куча камней. В храм, в крепость, не знаю, можно сходить, конечно. Но сейчас мы быстренько эту дорогу перебежим. Честно говоря, тоже ничего про нее не знаю. Сейчас сперва ознакомлюсь, а потом приму решение. Как я понимаю, здесь какое-то благоустройство пытаются сделать. Благоустройство набережной. И один из первых шагов, вот здесь, видите, детская площадка построена. Зайти, сейчас воскресенье сегодня. Здесь вот детям эти батуты есть где поскакать. Детская площадка, надувная такая вот штуковина. Боксер, любимый молодежью. Развлечение. Кафешечка. Думаю, что летом в жару здесь возле реки должно быть комфортно. Тарахтит этот генератор, а вон наверху крепость видна. Достаточно высокого находится она. Вот надо как-то в нее попасть. Вижу, что вот дорога проходит здесь такими, как это называется, уступами. Теоретически это возможно. Единственное, у меня машина барахлит, я даже не знаю, стоит туда в гору лезть или нет. Поэтому... здесь стройка тоже идет, какой-то дом строят на берегу реки. Ну, все, как говорится, стандарт. Единственное, тут благоустройство еще делать и делать. Хотя, возможно, что потом будет место такое хорошее. Если вот это все будет пешеходное, и машины здесь не будут гоняться. Вот этот вот сделают мосток над рекой, где можно будет посидеть. Там он плавает гусь в реке, я вижу. Как-то так. Так, где этот гусь? Я тебя боюсь. Вон он. Ой. Какие-то штыри торчат. Вон они. Их много, кстати. Вон он плавает один, там вдалеке еще. Там дальше еще мост, и вон тот вот та крепость, которая на горе видна. Не знаю, хорошо видно, нет. Попробовать приблизить вам ее. Ну, в общем, там. Я думаю, что все равно это ничего не даст. Надо туда время выбирать, идти и ехать. Да, идти и ехать. Окей, там вот дальше вижу продолжение всего этого, всей этой набережной. Здесь кафешка, кстати, такая, не малюсенькая, обратите внимание. Мест на 100 посадочных, наверное. Там он идет оформление. Мы что-то подобное встречали в Манавгате мы тогда были. Мы там были на реке, тоже с водопадом, там водопады прям, пороги такие красивые. И вон что-то подобное там стоит, уже коричневое такое. И мост здесь, да, там, кстати, там порожки небольшие есть. У меня время очень много. Я пойду, наверное, в ту сторону немножко пройдусь. Интересный такой дом красивый. Затесался между комплексами. Комплекс сзади, спереди, сбоку. А на входе прямо ворота, будка охраны. Может, вообще какое-то место государственной важности. Там в глубине машина стоит. Я дошел до пешеходного моста. Это пешеходный мост. Что-то впереди коричневое. Сейчас я поближе еще подойду, еще покажу, что тут есть. А комплексы не сильно старые, в принципе. Я гляжу, жалюзи здесь такие потертые, но
Точно. Но, в общем-то, не очень старые комплексы вот эти. Единственное, что это действительно набережная, здесь достаточно должно быть шумно и весело. Потому что кафе. Все первые этажи полностью кафе, с редким исключением в виде куафора вот здесь, парикмахерской. Так что такая вот история с географией. Интересное место в Селевке. Сперва оно показалось какое-то оно немножко такое, ну, не то чтобы деревенское, ну, простенькое, скажем так, ну, вот, чтобы мягко. Возможно, что мы ошибаемся. Говорят, что здесь очень много русских живет. Я встречал прямо в этом, в храме Фёклы. Семья была большая. Папа, мама, бабулька и дочка, по-моему. Вот, прям там встретились мне. И сейчас я шел в кафешке, сидели, семейная пара. Очень похоже, что русскоязычная по внешнему виду. А там видно будет. Что, как говорится, если будет какая-то информация, подтверждающая, опровергающая это, я вам еще раз расскажу. Вот он, этот пешеходный мост. Такой он интересный, в принципе. Обычно пешеходный означает, что еще для мотоциклетов и велосипедов отлично подходящие. Здесь вот пока не вижу ничего такого. Вот я к крепости поближе подошел. Интересное место для погулять. Мне нравится. А мост прям свеженький. У него что опоры стоят прям свежие, освещение свежее. Вон, кстати, пара идет навстречу зеленая. Скорее всего, тоже русскоязычная. А я пойду еще дальше прогуляюсь. Да, русскоязычная. Пойдем в ту сторону еще немножечко. Я вышел на такое вот место реки, достаточно шумное, обратите внимание, как далеко вода вылетает. Рыбачок сидит вот здесь внизу. Вот. Этот мост ремонтируется, снизу люди работают, сверху движения нет. И таких вот порогов здесь достаточно много. Тут, наверное, интересно на рафте прокатиться, на таком надувном плоту спортивном. Не знаю, я особо этим не увлекаюсь, ни разу это не делал, но почему-то мне сейчас про это подумалось. Тут городская площадь, видимо, какая-то. Не очень большая, но здесь есть Ататюрк и много места. Я подозреваю, что это именно для этого это место предназначено. Вот. Что здесь еще интересно? Вот собачка брешет на нас. Или на реку, не знаю. Плафоны здесь прикольные еще, медные такие. Лампочки современные, а плафоны такие под старину. Интересно, я так прогулялся. Мне понравилось. Еще ближе я подошел к крепости на горе. Там дальше за этим мостом еще зеленый мост я вижу. Не знаю, вам видно, нет, такое небольшое расстояние до него. Вон эта крепость на горе. На той стороне тоже жилые дома. И вот это здание коричневое, я подозреваю, что это там хоть и стоят машины местные, это какое-то административное здание, типа очень сильно похоже на музей. Тут так музей оформляют обычно. Так, ладно, надо глянуть, по-моему, мне звонят. А, нет, показалось. Ладно, я тут прогулялся немного, пойду обратно к машине. Машина у меня где-то далеко-далеко стоит в той стороне. Это интересное здание. Написано, как будто административное здание, ну, такое, типа, какая-то администрация. А сбоку там балкончики, столики стоят и так далее. Пойду я по той стороне пройду. Здесь я прогулялся, теперь по той стороне пройду. Здесь интересная такая тема, реклама. Просто на третьем этаже, ну, по-нашему, на третьем, по их, на втором этаже стоят рекламы прямо на балконах, под окнами, видите.
Диш-Хекими. Единственное, разные телефоны, разные имена. Видно, какое-то здесь место такое, где это требуется. Я сейчас иду в обратную сторону. Просто улочка. Там река. Тут оказалось отель, написано. Отель Гёксу. Гёк не знаю, по-моему, небо. А Су это вода. Небесная вода. По этой улочке, это тихая улочка, бульваром сделана, видите, разделение полос. Магазинчики все маленькие, вот буквально, вот он весь зал. На той стороне вот есть Мигрос, есть Мави, Торксел, вон там Вайкики. А так вот, такого плана магазинчики, вот здесь специи 2 подряд. Один сразу за ним второй. Здесь вот занавески написано, ПРД. И так далее. Короче, сегодня ветер, я не знаю, и так делаю. Так рукой закрываю. Наверное, хуже слышно и начинает скрипеть. А когда открывают, дует ветер. Ну вот как-то так здесь, на улицах этого городка. Сейчас прошел тоже, вон дяденька по-русски ответил на телефон звонящий. Ну правильно говорят, здесь очень много русскоязычных. И еще есть дальше городок Ташуджу, там еще больше. Короче, гуляем. Много лото здесь, кстати, народ увлечен этим делом. Покупают постоянно эти латошки. Иду по улицам, стоит дерево, все усыпанное вот фруктами. Это турунж горький, поэтому он здесь весь в наличии. Просто на улице, просто вот апельсиноподобное такое дерево. Из него варенье вкусное получается. Так, ладно, я иду в сторону машины, она в той стороне у меня стоит. Я почти пришел за ней. Все время вот такие рюмахи какие-то вот искали. Мне кажется, мы разбили что ли одну, не помню когда. В общем, понадобилась нам такая рюмка одна, с такой вот раскраской. И мы обыскались, мы еле нашли. Большие бокальчики, маленькие, вот какая-то подмороженная. Я зашел в ЛА-101, в тутошний. Цены те же. Просто шел мимо, захотелось семечек. Дальше. Сегодня волны хороши. Я детей завез на тренировку, специально подошел поснимать море. Ветер очень сильный, даже закрываю, скорее всего, закрываю камеру и, скорее всего, шуршит в микрофоне. Как вам волны, а? Красота. Честно говоря, меня кепку почти уносит, я держится она чудом. Или как там? Благодаря гвоздику, который он там забит в макушку. Короче, держится еле-еле, придерживаю рукой. Такой сегодня запах особенный. Рыбы пахнет, еще чем-то, ну, такая, по-морскому. Сильно волнуется море. И сегодня ветрено. Как там? Одно с другим, сами понимаете, связано. А я пойду, доеду в машину, покажу сегодня. Попробую, может починим. Я заехал машину показать электрикам. Никого нету, пустота. Почти все мастерские закрыты, за редким исключением. Кто-то там, он шуршит, что-то шлифует металл какой-то. Мне наш турецкий друг Ара рекомендовал именно в этот сервис подъехать. Здесь типа грамотные люди работают. Поэтому я не знаю, надо ли экспериментировать, кого-нибудь другого искать или до завтра подождать. Наверное, до завтра подожду. Сейчас поеду, там по Олиным заказам проеду сюда, посмотрю.